Друзья, всем привет! Я по вам очень соскучилась. Записываю новый влог. Сегодня мы посмотрим, как мы снимаем квартиру с интерьерным фотографом. Покажу вам на Петровском процесс подготовки, процесс съемки. Немного закадровой такой истории. Вот, вдохновляйтесь. Обязательно тоже обращайтесь по продаже ваших квартир. Мы сделаем homestaging. Теперь это, мне кажется, становится более популярно, и мне, конечно, это очень импонирует, потому что, правда, это сильно преображает квартиру, повышает ее стоимость. И мне нравится, что людям все больше приходит это осознание и понимание, что делать так стоит. Я не могу подключить свой микрофон, поэтому, надеюсь, меня хорошо слышно. Я нахожусь сейчас рядом с домом Талента. Смотрите, какая уже у нас степень готовности. Монолитные дома, монолитные корпуса уже возведены. Мы сходим наверх, наверное, не знаю, посмотрю, может быть, поснимаю хотя бы на телефон, потому что, на стройке это, конечно, небезопасно ходить с камерой, особенно в очень короткий промежуток времени, когда ты не специально приходишь на съемку, а тебе нужно еще и посмотреть, оценить, вообще посмотреть виды хочется, какие там, вот, ну и окружение, вот, такое, скажем, разное. Еще все-таки московские ворота не презентабельно выглядят. Не знаю, кто бы что ни говорил. Здесь, конечно, у меня и секонд-хенд перед глазами, и, смотрите, и табак, и какие-то непонятные застройки. Вот здесь, кстати, есть еще одна территория, которую выкупил застройщик и будет тоже застраивать своим домом. И мне кажется, конечно, со временем это все преобразится и превратится, среда меняется. Но вот здесь вот такая, просто сейчас прошла какая-то огромная группа людей, не знаю, там, наверное, офисы же. Ну да, у нас там идут по той улице офисы, склады. Вот там уже виднеется Московский проспект, вот где переходят люди. Там довольно у нас уже симпатично на Московский выходишь, Московские ворота видно. А там, конечно, у нас в той стороне строится E-Development. Не знаю, если это можно так сказать, что он строится. E-Development — это вообще какая-то очень загадочная история. Непонятно, что они планируют вообще делать. Планируют ли они это все застраивать или нет. Они буквально нарисованы на московских воротах у Красной Стрелы. Вот. После этого Seven Sons уже и банкротство вроде начал. В общем, такая запутанная история, что сложно разобраться без документов. Вот. Потому что вроде продают, а вроде не строят. Как-то так. В общем, идем в Талента смотреть на виды, на окна, на то. Ой, там уже фасад, кстати, начинают делать. Уже даже не начинают, а в процессе. Красивый кирпич будет. Мне нравится. Какой кошмар. А не погода. Начало отличное. Опять севший микрофон. Я просто чудо-блогер. Я в этих серых тонах, оттенках на фоне серых домов. Это Питер. Покажу вам настоящий Петербург, а не вот эту вот всю летнюю красоту, которую мы летом наслаждаемся. Цветением, водой, всякими корабликами и прочим. Вот он, Петербург. Ветер сдувает, снег с дождем. И я на фоне акцента. Я отправляла на выходных в телеграм-канале. Там я все актуально, естественно, делаю, что квартиры за акцента будут выведены. Нет смысла сейчас, конечно, продавать никакого, потому что осталось небольшое количество квартир. Я тоже не вижу смысла продавать их, распродавать. Вот, давать какие-то супер дисконты. А смысл? Посмотрите, какой классный дом. Он классно получился, он в хорошем месте. Даже не надо говорить, что тут эти пятиэтажки старые. Вот, у нас все выглядит в эту погоду серо, уныло. Летом здесь шикарно, все зеленое. Тут
шикарно просто все в зелень, виды вот из этих вот квартир вообще в зелень. Я когда снимала, никто даже не понимал, что это акцент, потому что, ну, классно, просто как будто ты в таком саду прям. Здесь вот, смотрите, прекрасно выглядит этот маленький желтенький домик. Это объект культурного наследия, я так понимаю, его не снесут, но и ничего с ним сделать не могут. Его с той стороны привели в небольшой порядок, и некоторые даже квартиры. Я вам вот честно скажу, мы сами смотрели квартиру в этом доме себе летом. Мы хотели. Сначала была, в общем, идея, первая идея была для инвестиций. Мы сделали это летом, купили квартиру одну для инвестиций. По траншевой ипотеке мы ее купили. Шикарно. Мы сейчас пока ничего не платим по ипотеке. Она строится. В 2027 году она построится. И мы будем еще платить ипотеку и сдавать ее в аренду. Мы закинули первоначальный взнос. Я вообще, если честно, не жалею нисколько. Вот, нет смысла ее вообще продавать, это очень долгосрок. Но я это понимаю, я не жду от нее никакого прироста цены. Вот, в принципе, нас устраивала та цена, которая была, потому что, ну, мы, естественно, все согласовываем с мужем, наши общие инвестиции, поэтому мы диверсифицируемся. Второй момент, мы нашли квартиру для себя, мы смотрели, и поэтому в акценте мы 100% тоже смотрели. Вот, но мы купили тоже, знаете, промежуточный вариант, тут 100% не итоговый. Вот, и тоже с разными целями на будущее. Я уверена, что мы можем ее продать с приростом цены, нам дали хороший дисконт. Вот. И там 100% прирастет стоимость, и она в шикарном месте историческом. То есть первым мы покупали в новостройке. Чтобы вы понимали, я за всю недвижимость в Петербурге абсолютно разную, даже убитую можно купить под флиппинг, уже это избитая тема, но даже такой вариант можно найти, и он будет рабочий, если понимать стратегию и задачу, и придерживаться этих стратегий и задач. То есть все задачи охватить невозможно, то есть вы не будете, не решите все вопросы абсолютно в рамках одной квартиры, но можно их разделять, вот, или сокращать задачи, которые вы хотите закрыть. Это тоже нормально, потому что, ну, знаете, вы все не закроете. Или будете очень долго выбирать. Вам надо купить или повыбирать. Это разные задачи. Вы знаете, можно выбирать спокойно. Я только за. Можно вообще годами выбирать. Вот. Главное, не говорить, что вы покупаете, купить хотите, потому что это неправда. И себя не обманывать. Это самое главное. Я всегда говорю, вот не обманывать себя, это самое главное. Себе честно признаться, что я пока выбираю, вообще решать ничего не хочу, с деньгами расставаться тоже нет желания никакого. Вот они лежат на депозите, душу мне греют, я ничего не боюсь, и в принципе вот. Потому что иногда обращаются клиенты с такими, вроде как уже мы устали выбирать, вот, а потом, когда мы начинаем разбираться, они честно говорят, блин, да, я, честно, не выбирала в этот момент, я просто делаю вид, что выбираю, а на самом деле это вообще, я пока к этому не готов, вот, и в этот момент такой камень с души просто сразу вы высвободите кучу энергии просто и направить ее в нужное русло. Возвращаемся к акценту. Мы выбирали его и для инвестиций, и для жизни, и для разных задач он подходит 100%. Вот. Я скептически относилась к многим вариантам планировок, это точно тоже скажу честно. Вот. Некоторые длинные, уродские, мне на первый взгляд, планировки потом в жизни оказались нормальные, потому что очень классное расположение инсоляции, количество окон большое, вот, тоже огромный плюс. И не видовые квартиры оказались видовыми в итоге, потому что были виды на воду даже с тех квартир, которые не были так обозначены, вот по касательной или по угловой, или еще какой-то, в общем, вид из какого-то окна из 3 один на воду. Честно, дом, когда достроился с лета, произвел просто очень крутое впечатление. Мы сейчас подходим, вот, его вывели из продажи эти последние квартиры, но пока в каком-то очень исключительном порядке удалось сейчас посмотреть 2 квартиры однокомнатные, и хочу предложить их рассмотреть для инвестиций. Двор здесь начинается, он пока открыт, здесь вот эти маленькие квартиры, они с террасы, здесь дворовая территория. Ну, понятно, это все еще зарешается, передача ключей. И посмотрите, какая красивая, парадная.
Вау! Все сделали круто. Смотрите. Вау! Вау! Смотрите, какое качество материала. Это колясочная. Скорее всего, будет... Мне нравится, подсветка классно сделана. Вот здесь все закрыли, молодцы. Никакой мебели пока не поставили, все закрыли фанерой, потому что смотрите, какой вот тут вот, как арт-объект просто сделали такую стену под бетон. Очень красиво, очень стильно. И мне так нравится, что здесь все закрыли. Мы едем на 6-й этаж и на 9-й. Вот. Классный лифт, интересно. Штырь, ребята, штырь. Сколько света у нас на черных лестницах. Здесь одна квартира, смотрите, с какой она дверью. Класс, круто сделали. Здесь такая квартира. Вот мы пойдем в 85-ю, просто хочу показать двери. Ну вот, получилось. Так, шикарная тяжелая дверь. 3-метровые потолки у нас. Значит, при входе у нас получается так. Давайте покажу планировку. У нас 5 окон. Вот мы попадаем. Здесь 8 метров. Прихожая. Спокойно шкаф встает слева. 5,5 метров санузел совмещенный. Здесь не видно. И у нас вот кухня-гостиная 17 метров. 2 окна в кухне-гостиной. И дальше мы проходим в спальню. Панорамные такие окна. Вот, ну, виды, конечно, зелено только, вот там видно воду, только в арку. Красиво, кстати. Зелено, когда было летом, естественно, да, вы всего этого не видели. Ну вот, сейчас у нас 6-й этаж и вот такой вид. Квартира, конечно, шикарная, мне нравится, очень нравится. Так, ну все, мы приехали еще на 9-й. Вот еще одна квартира, которая у нас есть одна спальневая, так скажем. Она небольшая, маленькая, здесь, мне кажется, всего 37. Но смотрите, как классно окно во всю стену сделано. У нас справа совмещенный санузел 4,5 метра. И какое большое классное окно. Здесь небольшая такая кухонно-гостевая зона. Здесь спальня. Вид у нас 9-й этаж. Вид тоже есть на воду, на крыше. Ремонты, вовсю ремонты. Мне нравится вот это широкое окно. Это сделано в целях безопасности. В целом, наверное, просто чтобы не вышло из окна, здесь маленькое расстояние. Вот. Рядом квартиры с террасой идут вправо. Они уже на 9-м этаже идут как видовые, с видом на воду. Классно. Мне, в общем, понравились эти квартиры. Закрываем окна. Дом для сдачи будет очень крутой, потому что рядом строят Оптинский мыс вовсю. Квартиры ближайшие, это, конечно, вот Малооптинский, новый город. Но это более камерный проект, в котором мы сейчас находимся, в Акценте. Он более камерный, более такой малонаселенный. Мне кажется, для холостяков история вообще отличная.
иметь маленькую квартиру рядом с Солнцевским лицеем. Я снова снимаю влог из своего района. Теперь вы можете, мне кажется, наблюдать такие прекрасные пейзажи. Посмотрите, дом Капустина. Мы вот где-то тут живем, в общем-то. Наслаждаемся каждый раз, когда выходим куда-то по делам, просто по делам. Вот просто я вышла сейчас, перешла через мост, иду в одно место, мне нужно дойти, и все, и поеду на показ. Мы сегодня смотрим стройку на Большом проспекте Васильевского острова. Легенда проект. Вот, мы хотим, сейчас проедем, я сравниваем этот проект с Grand View на Петровском, с ребятами, которые сравнивают с Малоостринским. Ну, в общем-то, мы весь Петровский посмотрели, и оттуда мы вышли не только Grand View, большой. Критерии выбора, конечно, у нас были одни, сейчас они немножко сместились. И это, хочу сказать, абсолютно нормальная история, потому что что-то меняется, рынок довольно динамичный, мы что-то меняем, какие-то критерии, но при этом хотим, конечно, остаться в хорошем, качественном проекте, выбрать все-таки, потому что в первую очередь мы меняем и метраж в большую сторону. Ну и хочется, чтобы качество стройки, потому что ребята и так жили в довольно классном доме, в хорошей локации, жили в довольно хорошей локации, классной, одной из самых лучших в городе. Поэтому качество не хотим ухудшать, качество жизни. За мной прям зима выносит меня просто в какую-то снежную даль. Под ногами просто кваша. Я не знаю даже, есть ли вообще этому какое-то объяснение, никакого. Снег идет, что с ним поделать? Мы как будто уже смирились. Зато красиво, деревья. Даже старые питерские фасады смотрятся на фоне всего этого снегопада. Как-то интересно, такое лирическое отступление. Что еще хотела поделиться?
Мне кажется, за вот эти недели января, сколько прошло, ну, недели-две буквально, да, полторы, э, начиная даже с декабря, активно. Раньше тоже часто было. Встречаются на Авито и на Циан огромное количество фейков. Огромное количество. Сейчас просто оно увеличилось. Я раньше тоже об этом рассказывала, но не прямо так акцентировала внимание, потому что, ну, как-то, знаете, встречалась, но не так нагло, как сейчас. Сейчас просто активизировались все агенты, потому что ситуация на рынке довольно сложная, ипотек нет, таких массовых, скажем, в своем роде. Вот. Я не вижу ничего в этом некритичного. Я довольно человек всегда, меняющийся, мобильный. В пандемию, в кризисные ситуации я, наоборот, мобилизируюсь. У меня всегда есть фокус внимания, у меня много идей. Я уверена, что я никогда не сижу и не страдаю от того, что какая-то случается проблема, да, или что экономическая. И это как-то типа плохо влияет на меня. Я, боже мой, никто не покупает квартиру и ипотеку. Куча возможностей. Люди принимают сейчас решения абсолютно вообще по-разному. Кто-то берет рассрочки, кто-то покупает, инвестирует. Наконец-то там мы можем выбрать какие-то дисконтные проекты. То есть вы всегда в любой ситуации можете найти плюсы. Всегда. Ну подождите вы, ничего, что страдать? Не можете вы купить ипотеку под, не знаю, 10-12%, или у вас невозможность иметь ипотеку. Что страдать? Боже мой, да подождите 1-2 года, несите фокус внимания куда-то в другую сторону, подкачайте, вообще прокачайте какие-то, не знаю, личные качества, рабочие, еще что-то. Подождите, все, ситуация 100% изменится, она меняется очень динамично, очень быстро. Вот, в общем-то, не вижу никаких причин страдать как ни со стороны покупателя, ни со стороны риэлтора, ни со стороны продавца. Уж продавцы найдут тоже, поверьте, development, это бизнес. Уж 100% они найдут какие-нибудь решения. Я вот топчусь на одном месте, потому что я, по сути, подошла туда, куда хотела. Вот, у меня троечки как раз за моей спиной. Но я все-таки договорю ту мысль, с которой я начала. В общем-то, фейков сейчас очень много, агенты просто активизировались и в наглую предлагают просто проекты, которых нет. Это раз, сбивает моих клиентов, потому что я провожу с ними работу. Естественно, сравниваю со всем Авито и Цианом, и мне нужно просто вдвойне больше провести работу, просто чтобы я сама была спокойна, что какие-то варианты просто фейки. Я трачу на это много ресурсов и времени лично, потому что мне нужно вникнуть. Я, в принципе, знаю, вот как последняя история в Акценте, значит, выпал там вариант, которого, в принципе, не существует. Я знаю все поэтажные планы, боже, я просто смотрю на это и думаю, зачем вы это делаете? Вот просто зачем? Вы пишете цену, которой даже на старте продаж не было, за 14 миллионов продавать там 60 метров, это просто, я не знаю, и человек просто упирается до последнего, что эта квартира существует, что ее даже, в принципе, в теории нет в нарезке. Он какую-то планировку взял, какой-то этаж придумал, в общем-то, и просто ее продает. И, в общем-то, вчера мы наконец-то дошли до того, что он мне начал говорить: приезжайте, я вам предложу другие варианты. Этой квартиры нет. Я говорю, так давайте мы ее возьмем. Вот ее сейчас уже забирают. Я говорю, так ее же и нет в целом. Вы приезжайте, я вам другие предложу. В общем-то, это раз, лидогенерация. Просто сколько нужно потратить внутренних ресурсов на это, я не знаю. Сколько красивых картинок сейчас рисуют, типа там супердизайн проекты, берите квартиры, они вообще либо не отвечают, либо их опять же не существует. В общем, это ужасно. Это просто ужасно, честно. Это боль, крик души, потому что, это некрасиво, это непрофессионально. И иногда это делают даже агентства с какой-то репутацией, что еще больше обиднее. Вот, так что остерегайтесь. Не тратьте на это время, обращайтесь к агентам, потому что, я не знаю, как вот я-то просто раз, я все вижу, мне нужно, не знаю, час, чтобы вот все быстро проанализировать по какому-то запросу и сделать вывод. Вот, потому что я каждый раз это делаю, каждый божий день. Поэтому, я сижу иногда и думаю, как это делает просто человек, который не вникает каждый день. Да я сама, вот, допустим, обратная ситуация, любая, возьмите все что угодно, машины. Мне нужно столько времени в это вникнуть, это просто ужас. Я даже не буду тратить на это время. Я заплачу 100% деньги, чтобы человек проанализировал все варианты, всю технику, механику посмотрел, сказал и тыкнул, сказал, вот этот хороший вариант. Все. Я 100%. Главная проблема в том, найти, что профессионала. Это главная проблема. Вот.
Также вот ко мне сейчас обратилась моя клиентка и по юридическому вопросу, и тоже говорит то же самое. Она говорит, мне надо столько ресурсов в это вникнуть, я найду адвоката, юриста хорошего, он все это сделает и грамотно, и мы закроем вопрос, я не буду тратить свое время. И она в свое время тоже ко мне обратилась за покупкой 2 квартир, абсолютно грамотный человек, специалист в своем деле, очень умная женщина. Я уверена, что она бы открыла тоже любой сайт и сама бы все выбрала. Но вот подход, обожаю таких людей, просто обожаю. Вообще, вот у меня все клиенты такие. Каждый должен заниматься своим делом. Все, практически многие клиенты у меня либо предприниматели, либо специалисты в своем деле. Все, вот просто с таким доверием, я просто с таким любовью, трепетом вообще к ним отношусь. Я вас всех поздравляла с Новым годом. Я всегда тоже дарю подарки. Мне многие спрашивают, зачем ты даешь подарки. Я даже не хочу отвечать на этот вопрос. Это дурацкий вопрос. Вот, потому что это благодарность за наше сотрудничество. Все. Мы делаем классную работу. И когда мы приходим к результату, мы ее финалим, просто мне приятно вообще вот, благодарить людей, и когда люди ко мне с благодарностью относятся. Вот такой, в общем-то, спич на целых 10 минут. Я подошла уже практически к своему месту, это Троицкий. Вот. Здесь у нас будет Еврострой выпускать весной проект. Я, кстати, еще один вопрос хотела бы обсудить, но, наверное, позже. Мне тут написал один человек, что, Татьяна, будете ли вы делать какие-то обзоры на новостройки? Что будет выходить, брать или не брать? Друзья, вот у меня на эту тему есть отдельный вообще ответ, просто отдельный ответ. Есть люди, которые практики, есть те, которые вот сидят в теории, рассказывают, они не занимаются продажами, вот, они только сидят, рассказывают, блоги снимают. Я вот снимаю, честно, вот иду по делу, снимаю. Иногда просто заставляю скорее взять камеру, иначе я потом просто убегу, забуду все. То есть это, извините, это моя не основной вид деятельности. Я все-таки в первую очередь я агент. И я себя качаю именно в этой области. Вот, я не блогер. Я стараюсь вам рассказывать. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, на инстаграм, потому что иногда я разный. Я стараюсь тоже все дублировать, но иногда разный контент где-то показываю. Даже смотрите мои влоги. Много здесь чего рассказываю так в формате монолога. Но потратьте, не знаю, 10, 15, 20 минут и послушайте. Я на фоне Троицкого. Прекрасная картинка. Он тоже такой снежный. Я вся заснеженная. Вот. Здесь будет Еврострой строить свой проект. Вот прям вот тут он будет находиться за забором. Сейчас я разверну камеру и покажу вам. Вот здесь он будет за забором находиться. Частично он будет смотреть на психиатрическую больницу. Вот, сразу говорю, называю вещи своими именами. Можете не спрашивать меня, хорошо это или плохо. Вот, это по-разному. Здесь будут прекрасные виды на Троицкий собор. Насколько будет приятно находиться окна в окна, вот здесь вот торец заканчивается, и вот здесь будет находиться корпус. Корпус будет, как бы буковка Г, да, наверное, вот как-то так, наверное, надо сказать. Место хорошее, шикарное, все будут, конечно, на маркетинг качать, ссылаться, что вот, посмотрите, везде будете увидеть купола Троицкого собора. Вот. С одной стороны, это прекрасно, с другой, не знаю, не могу сказать даже, хотела бы я жить возле Троицкого собора. Он постоянно звонит, вот как в Никольский, мы ходим в Никольский гулять, вот, нам нравится там слушать, конечно, но с другой стороны, 2 раза в день позвонить, да, ничего страшного, есть в этом свой шарм, флёр. Это Петербург, петербургский Петербург. Он, конечно, красивый. Не знаю, жить возле церкви. Вот хороший вопрос. Я не могу на себя никак его как-то спроецировать. Хотя вот просто я прихожу, вот просто смотрю на место. Я уже много раз рассказывала, что я много где жила, много каких локаций, именно для того, чтобы познакомиться с местами и локациями. Когда человек мне рассказывает, который не жил, не знает, он читался в интернете об этом месте что-то, он ничего об этом месте не знает, пока он там не пожил, пока он ногами не походил, пока он бытовые свои вопросы не порешал. Одно дело приезжать в Петербург, вот, в туристический на 5 дней,
как турист, вот, возле Марьинки пожить. А другое дело каждый день жить в каком-то месте, с чем-то сталкиваться, не знаю, элементарно выгуливать собаку, ребенка, вот, сталкиваться с какой-то обычной инфраструктурой, когда делают красиво, ты потом не очень понимаешь, зачем. Вот там есть выезд сразу на Измайловский, вот там, ну, довольно удобно. И он и не на Измайловском, потому что здесь еще дом. Ну, вот тут вот он будет, вот видите, да, дом заканчивается. Вот, не знаю, видно, нет торец. Вот он здесь будет вот так, чик, располагаться. Ну и вот эта больница сразу. Вид у нее, конечно, грустный, не знаю. Ну вот еще, кстати, тут сейчас звонили колокола, не знаю, звенят они снова. Вот, пожалуйста. В принципе, ну, приятно. Мы же возле церкви живем.